Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за прямыми эфирами и нашими встречами по понедельникам с Дмитрием Спиваком. Он на связи. Дмитрий, приветствую вас. Приветствую, Саш, приветствую тебя, приветствую наших уже постоянных зрителей, нашу зрительскую понедельничную аудиторию, поэтому альтернативный Спивак к эфиру готов, я отчитался. Надо обязательную программу сделать, то есть, друзья и зрители, ко всем обращаюсь, кто этого еще не сделал, надо подписаться и обязательно надо поставить лайк. С вас лайк, с нас анализ ситуации и прогноз того, как будем жить всю вот эту неделю, которая сегодня наступила. Поэтому вам все равно нам приятно, Ютубу полезно. Так что готов, Александр, я к вам. И к зрительским вопросам, безусловно, готов. Так что давайте поактивнее там, друзья. Мы в прямом эфире, да, Александр, я правильно говорю? Да, все вживую, друзья. У нас, как обычно и как всегда, формат общения с вами. Поэтому в финале нашей сегодняшней встречи с большущим удовольствием мы уделим время вашим вопросам. Я считаю, что это очень здорово, это классно, потому что мы с вами, во-первых, мы общаемся, а во-вторых, вы задаете вопросы, и вместе приходим к чему-то такому, что является пониманием происходящего. Ох, сегодня какой интересный день, и какие интересные кульбиты сотворил Дональд Трамп. Кто-то заработал денег, причем так нехило, 3 миллиарда за час шатнулись туда-назад. Кто-то, собственно, опять переполошился, кто-то ищет заговоры. В общем, сегодня у нас практически совершено было перемирие, но оно, в принципе, в силе. 5 дней не будет бомбить Трамп энергетику Ирана. Но вот, правда, переговоры опровергли в Иране на официальном уровне. Ввиду этого опрос сегодняшнего эфира звучит следующим образом. Значит, были ли вообще переговоры Трампа с Ираном? Варианты ответов: да, врет Иран; нет, врет Трамп; да, через падишаха, имеется в виду, через Резу Пехлеви, который до этого со сутки просто там рвал и металл, говорил: не бейте по инфраструктуре, это еще народу Ирана пригодится. И с кем-то вообще непонятным они поговорили, но поговорили, поэтому сказать, что Трамп врет, нельзя. И четвертый вариант: да, через Россию. Причем официально сегодня министерства поговорили иностранных дел, до этого были разного рода заявления. В общем, голосуйте, друзья, очень интересно ваше мнение. Дмитрий, что вы думаете вокруг этой сегодняшней инсинуации? Кто кого обманывает или уже обманул? Если коротко, Трамп всех нас, лохов. Все эти заявления, блестящий его маневр, вы не думаете, что Трамп дает заднюю, вы не думаете, что Трамп вышел из ума. Кручу-верчу, запутать хочу. Кто старшее поколение знает эту скороговорку во время игры в наперстки. Кручу-верчу, запутать хочу. Трамп крутит, вертит, всех запутать хочет. Он гениальный в этом. Да? Он блестяще, видно, играет в преферанс, блестяще умеет блефовать и играть. Конечно, со стороны оно выглядит странновато, потому что вчера человек говорит, что мы уничтожим, полное уничтожение Ирана, никаких переговоров, ребята плохо себя вели, 47 лет, в общем, сотрем с лица земли, а сегодня, говорит, 2 дня очень удачные переговоры, отложили, говорит, все военные действия на 5 дней. И нефть сразу со 120 до 88. Да, завтра опять в одну сторону, и определенные нужные люди заработают несколько миллиардов долларов. Более того, игра Трампа заключается еще и в том, что Трамп говорит, что он как бы 5 дней не будет бить по инфраструктуре, но он же не обещал, что Израиль не будет бить по инфраструктуре. Нетаньяху понял это все правильно, то есть Трамп себе играет в цену на нефть, а я себе пока буду дальше мочить Иран. Ребят, это ж все белыми нитками шито. Отвечу сразу на твой опросник. Да? Я выбираю, опять же, видишь, я хитро себя веду, но позволяю себе это делать, поскольку я, так сказать, гостьствую. Да? Я частенько выбираю 2 пункта. Вот ты обычно перечисляешь, 3, 4, 5, поэтому мой ответ такой. Ведутся ли переговоры Трампа и Ирана? Трампа и Ирана нет, а людей Трампа и представителей Ирана, безусловно, да. 24/7, через посредников, безусловно. А что это за посредники? Это те посредники, которые могут разговаривать хоть с кем-то
из людей Ирана, кто близок к власти. Потому что сама верхушка иранской власти сейчас настолько в глубоких бункерах, как мы понимаем, да, что напрямую с ними никто не ведет беседу. Но через посредников, да. Что это за посредники? У тебя там есть третий пункт и пятый пункт. Да, это посредники, безусловно, с неких стран Персидского залива, Оман, Кувейт, там, да, может быть, Пакистан, кстати. И я абсолютно не исключаю, что какие-то направления переговорного процесса идут и через русских в том числе, потому что такое переговоры через посредник? Что такое посредник? Посредник – это тот или те, кто могут одновременно говорить с обеими сторонами. Россия входит в число тех, кто может вести диалог с американцами и с определенными силами в Иране. Вот как бы возьмите карту, и вы буквально раз, два, три, четыре, пять, и все. Вот это и есть посредники, кто имеет коммуникацию и контакт. Но Трамп, поверьте мне, Трамп играет в игру. Во-первых, он сам себя пытается обелить, он сам себя пытается, так сказать, за уши, как тот самый Мюнхгаузен, вытащить из болота. Потому что позавчера он дал 48 часов Ирану на разблокировку Ормузского пролива. Трамп иногда загоняется сам в угол. Вот у него есть такая черта недержания его вот этих вот полководческих... Значит, смотрите, ведь он же сам себя загнал в угол, когда пообещал там за сутки, потом за неделю, потом за месяц, потом за 3 закончить войну в Украину. Его же никто за язык не тянул. Не говорил бы этого, и к нему претензий было бы меньше. Его же никто не тянул за язык, когда он говорит, там, Гренландия наша послезавтра, и вот это наша послезавтра, и Канада давай к нам, там, каким, 52-м, 51-м, 53-м штатам. Точно так же его здесь никто не тянет за язык. Ну какой ультиматум? Ну какой ультиматум? Иран не откроет Ормузский коридор. Более того, Иран почувствовал в себе силу на третьей неделе войны и пришел к решению политическому на будущее и огласил об этом всему миру. Это очень показательно. Иран сказал, мы будем контролировать Ормузский пролив и после войны, будьте любезны, пошлина 2 миллиона за проход. И так будет в будущем. То есть Иран говорит, это наше. Ормузский пролив это наше. Сегодня, завтра, послезавтра. И у нас, мол, его никто не отберет. Поэтому, когда Трамп произносит, мы вам даем 48 часов, а вот потом у Дональда Трампа обычно вот нету у него на потом. Я закончу войну в Украине. У меня возникает вопрос, а что после 5 Да. дней, Дмитрий? Ну вот смотрите, 5 дней, окей. Вы тут говорите по поводу аятоллы, там же тоже вот этот подход, пресс-подход возле самолета Трампа, его там ловят журналисты, там как-то камера ездит, они там пытаются в попыхах что-то узнать и узнают. А он говорит, да мы спокойно будем с аятоллой делить нефть. Мы как бы, и все делают вывод из этого, что никто не хочет убивать нового аятоллу, представляете? И более того, будем как бы с режимом мириться. Но вот нужно все как бы так обсудить, договориться. Единственное, что ни грамма ядерного оружия. Вот, собственно, и все, к чему сводятся как бы поведение Трампа. Вообще, если честно, ну лично Смотрите. у меня впечатление, что он вообще не рад, что увязался. Конечно, конечно. Я знаю еще одного великого и ужасного, кто давно уже не рад, что ввязался, только ввязаться легче, чем выйти. А Трамп не рад, что ввязался по одной простой... Ну, во-первых, в той фразе, которую ты процитировал, вот в одной фразе, смотрите, как мало кто заметил. Мы будем делить с Ираном? Нет. Ну все, он уже признал поражение геополитическое. 2 недели тому назад он не собирался ни с кем ничего делить. Задача и цели были какие? Вместе с Израилем уничтожить аятоллу и все руководство Ирана, что они и сделали. Дальше запустить механизмы через интернет некой революции внутри Ирана. Ну и добиться как бы, да, капитуляции новой иранской власти. Все. Задача Трампа же была какая? Все эти рассказы, террористический режим, надо очистить мир, это все для электората. Задача была нефть Ирана и Ормузский пролив. Все. Это почти капкан для Китая. И это мощнейший удар по всем противникам значит, Соединенных Штатов. И как только Трамп вчера заявил, что ну будем делить, ну вот он уже предлагает сделку. Хотя еще позавчера говорил об уничтожении. Так будем делить или мы вас уничтожим? Это первое. Да, теперь уже Америка хочет делить, хочет договариваться. И вот тут, возвращаясь к твоему вопросу, что дадут 5 дней, ну какая разница, Саш?
Если понадобится, через 5 дней продлят на 5 дней. Ну, мы же знаем, как по Украине. Но почему 5 дней? Именно потому, что сейчас 24/7 идет попытка коммуникации, попытка переговорного процесса. Мой прогноз, долгосрочный, таков мой прогноз. У Ирана будет ядерное оружие. Не сейчас, не в течение там, месяца, 2, 3, 5, но Иран выстоит как государство. То есть Соединенным Штатам не удастся сегодня Иран сравнять с лица земли в прямом и в переносном смысле слова. И мой прогноз такой, что весь мир уже увидел, кто такой Иран. Ну и Иран для себя понял, что для того, чтобы с ними в следующие десятилетия разговаривали иначе, у них должно быть ядерное оружие. Во-первых, это понимают сегодня уже очень многие страны. Поэтому долгосрочный мой прогноз, что к 1935 году появятся еще 2-3 страны в мире, у кого, к сожалению, у кого появится ядерное оружие. Это первое. Прогноз среднесрочный. Иран не отдаст, не сдаст полностью бразды правления Трампу, как это сделала Венесуэла, и поэтому придется идти на какие-то сделки. Каждый объявит о своей победе, и Трамп объявит о своей победе. Частично он будет прав. Ну, частично. Флот Ирана уничтожен, ядерная программа, ну, наверное, свернута там на несколько лет, ракетная программа аналогична. Также о своей победе заявит Иран, что они выстояли, что несмотря на смерть Аятоллы и так далее, и так далее. Единственное, кому я не завидую, это Израилю и израильтянам. А вот это государство вступает, на мой взгляд, вот в период просто 5-7-летней турбулентности. И, насколько я уже знаю, многие израильтяне задумались о статусе мигрантов, задумались о том, чтобы уезжать из страны. Потому что Иран будет мстить, и вот эта идеология исламского фундаментализма, и там достаточно много фанатских угруппований, там достаточно много радикальных групп, причем не только в Иране, и в Ливане, и Хезболла, и Пакистан. Ну, у Ирана достаточно есть союзников. И поэтому, конечно, разведка и аналитика Дональда Трампа и товарища Нетаньяху дали сбой. То есть у них же было в чем они убедили Трампа? Что вот этот мощный точечный удар первый Израиля и уничтожение всего руководства страны приведет к смене власти. Все. И к революции внутри Ирана. Вот такой был анализ ситуации от разведсообщества и спецслужбы, и Трамп на это повелся. Сегодня, конечно, он уже не рад. Но знаешь, что самое отвратительное? Не так. Знаешь, что, Саш, самое удивительное? Вот так. Самое удивительное в том, что никто из них, прям, прям похожая ситуация на нашу, никто из них не сможет нанести решающего стратегического поражения друг другу. Иран не сможет, потому что, США далеко, да, и США намного мощнее, а США тоже не сможет сравнять их с лица земли, просто потому что у них очень сильная идеологическая подоплека, на чем держится их власть. Это первое. У них очень сильные союзники, включая Китай. И Иран не будет знать проблем ни с деньгами, ни с комплектующими, а у них, видно, очень мощный военно-промышленный комплекс, где-то глубоко под землей. И у Ирана достаточно на сегодняшний день шахедов, против которых в мире пока еще никто не придумал противоядия. Это не только там, на Ближнем Востоке. В нашей ситуации тоже тяжело. И нам тяжело с русскими шахедами. И наши шахеды летят на территорию Российской Федерации. Вы не надо. Вы как бы говорите, но не заговаривайтесь. Он наши 280 специалистов, или сколько, 208 или 218 специалистов, как бы 11 стран попросили. Поэтому мы об этом поговорим еще. Вот это урок иранской войны. Меня в этом раскладе, я немножко вас как бы одерну назад на полшага, потому что это очень важно. Окей. Парадигму Трамп, Иран вы как бы разложили. Но есть очень два интересных момента. А Израиль, а страны Персидского залива, потому что, простите, когда вы говорите о среднесрочной и дальносрочной перспективе, я так понимаю, что будет совершенно иная диспозиция и в Израиле, и в этих странах, которая до вчерашнего дня, если
Вот действительно, сейчас, конечно, инсинуации, я вот слежу за лентой, говорят там спикер парламента. Потом этот спикер парламента, у него сегодня ночью его Израиль атаковал конспиративную квартиру. Репортаж оттуда был, что вот смотрите, разрушено все, и говорят, погиб. Но вроде не погиб, потому что написал у себя в соцсети, что не было этого разговора. Ну там же, с кем, ищут же, с кем же Трамп ночью говорил. И он опровергает. В общем, сейчас-то идет, вот эти танцы еще идут. Вот мы в прямом эфире сейчас, может, немножко позже разрулиться, но меня интересует в этом раскладе две стороны, а они же ключевые, они же важные. Богатейший Ближний Восток с этими шейхами и купающимися в ваннах с золотом, скажем так, девчулях, которые к ним едут со всего мира. И Израиль, который как бы вроде бы максимум должен выжать из участия США, а получается, что не получается? Значит, первое. Дело не в золотых унитазах стран Ближнего Востока, Персидского залива, но мысль твою я понял, и она абсолютно оправдана. Я думаю, что смена позиции Трампа заключается в том числе в том, что через определенных посредников все эти наследные принцы очень богатых на нефть стран передали Дональду Трампу, ну, некий, если не ультиматум, то просьбу, требования, ну, как хотите, о том, что, секундочку, мы или союзники, или мы не союзники. А если мы не союзники, и мы сегодня страдаем, то мы сейчас начнем забирать свои деньги. А деньги стран Персидского залива расположены в том числе в американских фондах, таких как BlackRock, Vanguard, State Street и так далее, и так далее. Там деньги в управлении. Если тот же там Оман, Кувейт, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и так далее, Бахрейн, богатейшая, малюсенькая, богатейшая страна, если они начнут забирать оттуда свои деньги, и если ОПЕК плюс ожесточится против Трампа, ну это чревато. И потому что, смотри, как сегодня страдает. Катар я не перечислил, конечно. Посмотри, что творится с мировым рынком СПГ из-за Катара, потому что Иран настолько серьезно повредил этот завод значит, в Катаре по производству сжиженного газа Рослафен. И специалисты говорят, что там 3-5 лет надо, чтобы восстановить этот завод. И весь мировой экспорт сжиженного газа рухнул на минус 25%. То есть все страны Персидского залива страдают. Наверное, у тебя вопрос был такой подспудно, да, почему никто ничего не может сделать с Ираном? Прошу прощения, Саш, с Израилем. Хороший вопрос, да, маленькая 10-миллионная страна. Ну, в Израиле самая мощная армия на Ближнем Востоке, это первое. Все прекрасно понимают, что говорим Израиль, подразумеваем США, говорим США, подразумеваем Израиль. Так уж сложилось. У них между этими двумя странами эксклюзивный союзнический договор, а мощнейшее лобби Израиля в окружении любого президента, будь то там Клинтон, Байден, Трамп, вообще не важно. Мощнейшее израильское лобби. Ну и такого премьера, как Тач Нетаньяху, Израиль не знал давно. Да, то есть воинственность Трампа – это детский лебедь по сравнению с воинственностью Нетаньяху. Более того, Нетаньяху почувствовал сегодня две составляющих одного комплекса. Первое. Он понимает, что мир и долгосрочный мир – это окончание его политической карьеры. И также он понимает, что это может вообще плохо закончиться. Он там под судом, под криминальными делами. Если вы помните, Трамп обращался к президенту Израиля, чтобы он там помиловал Нетаньяху. Там нехорошие статьи, коррупция там и так далее, и так далее. Более того, в Израиле что же разные настроенческие такие моменты. Поэтому после войны Нетаньяху могут задавать вопросы, а нахрена все это было. И так тоже может быть. Это первый момент. Второй момент исторический. Нетаньяху почувствовал, что пока Трамп у власти, Израиль может реализовать свою многовековую, там, или, ну давайте скромнее скажем, многодесятилетнюю мечту. Да? То есть, во-первых, расширить свои территории влияния. Я имею в виду юг Сирии, да, север Израиля, я имею в виду север Израиля, юг Ливана. И, конечно, историческая цель Ирана, Израиля, это, значит, ликвидировать своих главных открытых, очень жестких врагов. Да, то есть это Иран как таковой, Иран аятол, и это Хезболла в Ливане. Вот две исторических задачи значит, товарища Нетаньяху. Поскольку значит, полномочий и сил у спецслужб
разведки, техники, значит, технологий, спутники, обнаружения, наведения и плюс ракеты у Израиля достаточно, поскольку они понимают, что у них никогда не будет этого дефицита, потому что рядом с США для Израиля они дадут все, что угодно, это вам не Украина. То Израиль себе абсолютно как бы, да, действует таким образом, что, мол, никто на них сухопутно не нападет, потому что нападение на Израиль – это Америка вступит в войну. Израиль – единственная страна на планете, нападение на которую приведет к вступлению Соединенных Штатов Америки в эту войну. Многие Нападение страны это какое? знают. Подождите, нет, давайте немножко Сухопутно, разбираться. я сказал, Нет, я произнес слово сухопутное. сухопутное было нападение. Хамас нападал сухопутно на Ну, этот это фестиваль. Нет, тут очень важно. с Хамасом. Сухопутно, если страна какая-то, понимаете? Страна. Ну вот, Нет, страна. конечно, государство. А тут же как бы Ливан же это не, ну как, не страна, это страна, но имеется в виду, что там Хизбалла. Хизбалла же это организация. Поэтому тут немножко интересный момент. Ну давайте так. Нью-Йорк Таймс пару дней назад публикует материал, где хваленый, в том числе и вами, Дмитрий, в этом эфире, Израиль облажался. Они делали ставку на то, что улица снесет эту власть. А потом не получилось. Друг Нетаньяху, он, конечно, друг, он, конечно, как бы еще тот, тертый калач, как принято говорить. Но у меня такой очень возник неординарный вопрос, но вполне себе разумеющийся. Я хочу, чтобы вы насчет этого порассуждали, именно с той пытливостью, да, пытливостью ума, как вот порассуждаем давайте. А может ли после вот этого нечто, что... Ну, сейчас поупирается Иран. Сейчас Эксиос пишет о том, что это в Пакистане, в Исламабаде будут переговоры. Кушнер, Уитков и Венс едут и встречаются с представителями Ирана. Иран это все пока отрицает. Ну, давайте так, пофантазируем. Выгорают какие-то переговоры. Ну, тогда Трампу надо менять Нетаньяху. Нет? Ну и поразмышляем. Ну, первое, я должен ответить на твой как бы... Да я не выхваливаю Израиль, и то, что они во многом тоже не реализовали все, что могут, и то, что другие страны показывают, что и израильский железный купол – это как бы не панацея от всего, и мы же видим, как баллистика иранская долетает и бьет и Тель-Авив, и Хайфу, и так далее. Мы видим, что нет ничего в мире, что может сегодня защитить на 100% твое воздушное пространство. Это первое. То, что израильская разведка как бы и американская разведка просчитались, я об этом сказал первый в самом начале эфира. Но то, что они провели вот эту спецоперацию, она очень непростая, да, где одномоментно уничтожили точечным ударом ракетным всю верхушку Ирана. Ну, слушай, это серьезная история. Я их не восхваляю. Я, говоря об Израиле, говорю одну вещь, что маленький 10-миллионный Израиль, находящийся много десятилетий в окружении 200-миллионного арабского мира, внутри которого есть исламские движения, радикальные движения и так далее, и маленький Израиль выживает и вступает в войны, и выигрывает эти войны, и сохраняет свое государство и государственность. И, конечно, это уникальный случай на планете. Еще раз, 10-миллионный Израиль в окружении 200-миллионного арабского мира, а там же столкновение историческое, этническое, религиозное, любое просто, историческое, какое угодно. В этом заключается сила Израиля, в том, что это вот Израиль и Америка, да, близнецы-братья. Ну, я не прав. Не близнецы-братья, но эксклюзивные союзники. Теперь война, значит, приведет ли переговорные процессы к отставке Нетаньяху? Я бы не параллелил бы эти вещи. Трамп не живет мыслями о господине Нетаньяху. Трамп сегодня живет так одной и не мыслью. скажешь. Ну да, я понимаю. Это самый произраильский американский президент. Надо понимать, кто такой товарищ Кушнер, что это очень влиятельный человек в еврейском мире, в мире еврейских организаций серьезных. Ну, то есть Трамп, не забывайте, кто переносил там столицы, откуда, куда, Тель-Авив, Иерусалим и так далее, еще в бытность первого его срока. Но еще раз же, Саш, смотри, задача Трампа сегодня выйти из иранского вот этого пике с наибольшими профитами для себя.
То есть его задача все-таки договориться. Нам он скажет, они слабаки, мы их уничтожили, мы выиграли, их уже нет. Но на самом деле он хочет договориться. Ну, на своих каких-то условиях. Что из этого получится, я не знаю. Но мой прогноз следующий. До тех пор, пока Нетаньяху будет премьер-министром Израиля, а обстановка Ирано-израильская, израильско-иранская будет накалена. Год, 2, 3, 5, я не знаю сколько. Мой прогноз номер 2. Какую бы сделку предварительную не удалось бы заключить по итогам нынешней войны, а это война, операция, как хотите, как она там, эпическая ярость, да, называется. Так вот, какую бы сделку не заключили бы, мой прогноз следующий. Это не конец. Это не конец, потому что фундаменталисты Ирана никогда не простят того, что случилось с их руководителями. Я имею в виду, что это теракты, это разные какие-то в Европе, в Средней Азии, в Израиле, просто США далеко. Хотя, слушай, все же было, и башни-близнецы были при нашей жизни, мы все это помним. То есть Иран – это не Венесуэла, его нельзя съесть, посыпать солью и забыть про него. И Иран – это не Куба, даже маленькая Куба и то посопротивляется немножко, но задача Трампа вот какая. Вы же забываете одну вещь, друзья мои, или не забываете, но все равно напомню. Дональд Трамп в несвойственной ему манере отложил встречу, главную встречу этого года с Си Цзиньпином. Он отложил. И какую бы причину он ни называл, все понимают, почему он отложил. Из-за того, что он застрял в Иране и не может приехать в Пекин с козырями. Но он же не может эту встречу отложить на 2, на 3, на 5 месяцев. Не может. Ну, пацан сказал, пацан сделал. Значит, его задача Трампа в ближайшие 2-3 недели закончить в Иране, огласить о своей победе. А кто будет вякать, он это хочет как же это сказать, вот позитивными новостями на кубинском направлении, он хочет смягчить негативный информационный фон от иранской кампании. Поэтому следующее, что мы увидим, это Куба. Я не знаю, каким способом, надеюсь, не будут бомбить Кубу. Она маленькая, она уязвимая, но то, что делает с ними Дональд Трамп, вся же Европа молчит, весь цивилизованный мир почему-то молчит. А сегодня Трамп просто удушающую такую удавку накинул на шею целого государства. Подождите. Не дает им ни нефть, ни электроэнергию, ничего не дает. Там полное эмбарго на поставки. Да, по поводу вот Кубы это вторая серия, но я думаю, мы с вами еще встретимся и обсудим Кубу, да, и как там тоже непонятно. Одни говорят, танкер российский дошел до Кубы, другие говорят, что развернулся. Ну, то есть непонятно. Там шло два танкера. Там у тебя информация правильная, но 50/50. Правда, там шло два танкера. Правда, что один развернулся, ушел в Тринидад и Тобагу, если я не ошибаюсь. По судьбе второго танкера, ну вот тишина вторые сутки. Он там идет или он не идет. А договорились с американцами, не договорились. Это тоже будет зависеть от того, насколько кубинская власть пойдет на контакт, чего изволите, уважаемый Дональд, как венесуэльская власть, или не пойдет. Вот от этого зависит. Российский танкер не будет вступать в боевое соприкосновение с американским флотом, если те примут такое решение не пропускать танкер на Кубу. Очень тонкие вещи, посмотрим. Очень тонкие вещи, тем более, что, смотрите, там же есть информация, что вот эти танкеры российские, есть там отряд военный. Ну, это уже как принято разнарядка, потом сообщили, все, то есть... Сопровождающие их лица, да. Ну, то есть там непосредственно на борту, то есть когда будет вот этот бравый десант простых безоружных моряков пленить и там разворачивать куда-то танкер, а там есть военные, которые их охраняют. А военные, получается, будут, ну, гипотетически, будут сталкиваться с военными, а это что? Третья мировая, здравствуй, ядерный пепел, потому что это две ядерные державы. Тут действительно очень тонкий момент. Отвечу, Саш, если позволишь. Интересный момент такой, интересный ход Москва предприняла, мол, а мы на танкер посадим 28 офицеров, солдат, то есть военнослужащих. Армия, если нам нападут, то мы что? Ничего. Если Дональд Трамп решит это судно арестовать и эвакуировать, значит, арестуют всех вместе с теми моряками военными, кто там будет. Никакой Третьей мировой Россия не начнет.
И это тоже, если так произойдет, будет очередной провал. Так начнет, получается, Америка. В этом же замысел, Конечно. понимаете? Нет, То она не есть, начнет. Она просто арестует танкер и сопроводит ну а как аккуратненько ты, этот подождите, танкер. Никого не тронет, никого не убьет, никого не покалечит. Просто сопроводит этот танкер куда-нибудь на отстой, накормит моряков, накормит военных и вышлет военных на каком-нибудь самолете. Я так себе это ну, так допустим, смотрите, пофантазирую. давайте, все-таки здесь есть очень важный момент, который мы не упомянули, вот буквально 10 минут назад, свежее подтверждение с иранской стороны. Значит, официально Иран подтверждает, что от США поступили предложения через посредников. Официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи заявил агентству ИРНА, что власти Ирана на соответствующее предложение посредников озвучили свою позицию. При этом напрямую переговоров не было. В общем, ждем, да, будет ли подтвержден То есть, Исламабад. друзья мои, да, здорово, Саша, здорово. Обращаюсь сейчас к зрителям. Смотрите, Александр Шерец сейчас зачитал официальную информацию, уж правильно, на 18:32 по Киеву. То есть мы об этом сказали 26 минут тому назад, что через посредников стран Персидского залива, а может быть и русскими, идут переговорные процессы, что Дональд Трамп вчера закинул удочку нам бы поделить пополам, да, как у Папандопола, это мне, это снова мне, это тебе, и что предложения идут с американской стороны, а не со стороны иранской. И что, как мы сказали, что Иран получает эти предложения от посредников. Они их обрабатывают, эти предложения, и мы же не знаем о чем. Потому что контактов напрямую между членами команды Трампа и представителями новой иранской власти нет. Оно есть только через посредников. И вот как бы это такая почтальонская работа посредническая, она очень тонкая и сложная. Надо же добраться туда, надо как-то чем-то ответить сюда, какие-то мессенджеры, какие-то средства связи. Непростая эта ситуация, пока там Израиль бомбит Иран. Представляете себе? То есть Трамп, Не представители бомбит. Трампа. Трамп не бомбит. А Не, я Израиль говорю, бомбит. представляете себе ситуацию. Представители Трампа и некие представители иранской власти через неких посредников говорят как-то, где-то находят друг друга каким-то образом, в то самое время, пока Израиль бомбит и пытается уничтожить там опять первых лиц и руководство Ирана. И здесь возникает у иранцев, наверное, вопрос. Нетаньяху действует сам по себе или опять их Трамп заводит в блуд? И как бы блефует, обманывает и так далее. Это же очень важно. То есть, если Нетаньяху действует без разрешения Трампа, это одна история. Если Трамп выманивает лидеров Ирана на переговорный процесс, в то время как Израиль будет уничтожать их, это другая история. Посмотрите, сколько разных тонких моментов там есть, и ответы на них будут известны в ближайшие 3-4 дня. Поэтому Трамп и сказал, давайте как бы в течение 5 дней попробуем к чему-то прийти. Мяч на стороне Ирана теперь. Ну, тут тоже очень интересно. Были же уже переговоры с предыдущим аятолой. Все, почти все переговоры, там все, по-моему, переговорщики, кроме министра иностранных дел, он один остался, да, из того состава. Все уже как бы в земле, уже все. То есть это все во время переговорного процесса, поэтому это будут очень интересные переговоры. Если подтвердится Исламабад, то это прям... Но это прям очень важно. Опять-таки, это шиш под нос Нетаньяху, потому что, еще раз, если это будет правда Исламабад, то это означает, что там турки, то это означает, что Нетаньяху отодвигают политически в сторону. Но у меня общий вопрос. Вот предположим такую конструкцию, да? Причем я как бы знаю, о чем говорю. Когда выходит Эрдоган и говорит, вот такая ситуация, там же праздники вот закончились исламские, да, то есть там месяц священный, они постились, потом праздновали, там все. И вот он на празднествах выступил Эрдоган и сказал все четко, откуда ноги растут, откуда провокация. И, в общем, я так понимаю, что если это будет Исламабад, то будут отодвигать Нетаньяху в сторону. То есть это не будет спайка та, которая вот была изначально, что говоришь Израиль, подразумеваешь США. Так а что у США с влиянием на Ближнем Востоке?
Ну, немножко, нет, секундочку. Сейчас, Саша, это сейчас, надо расставить это все на полочке. Первое, Эрдоган. Эрдоган красавец, с него надо поучиться. Так как Эрдоган подготовил почву для свержения товарища Асада в Сирии, вот так надо действовать, а не нахрапом. В течение 2-3 лет аккуратненько, через агентуру, через общественное мнение, через создание группировок и так далее, и так далее. Раз, и за 2 суток, казалось бы, железобетонный режим Асада и нету, и чувак сбежал в Москву. Так что и Израилю, и американцам есть чему поучиться у Реджепа Эрдогана. Это первое. Эрдоган ненавидит Израиль и Нетаньяху. И поэтому Эрдоган играет в другую игру. Третье. Исламабад, Пакистан. Будут ли отодвигать Нетаньяху? Я думаю, что это вообще главное условие Ирана. Слушай, Саш, ну когда двое... Ну, у нас же есть пример. Вот у нас идут переговорные процессы между Украиной и Россией. И, допустим, Россия говорит, мы хотим встретиться в Минске. Мы говорим, нет. Ну все, там не будет в Минске. Или когда русские сказали, а мы не хотим, чтобы был этот спецпредставитель Трампа, как он, второй, не Уитков, а Келлог, Кит Келлог, да? То есть посредничество, оно заключается в том, чтобы попытаться вести диалог с одной и с другой стороны и выработать некий консенсус. Тогда состоится диалог. Так вот, я тебе уверяю на 100%, что одно из главных требований Ирана к будущему переговорному процессу, чтобы там близко не было Нетаньяху, потому что у Ирана к Израилю вопросы будут еще долгие-долгие годы. И третью позицию, которую ты сказал, как бы дам свой ответ. Возможная будущая отставка Нетаньяху, она рано или поздно произойдет, безусловно, никак не уменьшит эксклюзивность американо-израильских отношений. Так было, есть и будет. Почему? В ту минуту, Саша, в ту минуту, если себе гипотетически представить, что когда-нибудь Трамп или другой президент Соединенных Штатов, неважно, когда-нибудь в ту минуту, если США отвернутся от Израиля, Израиль в течение 10-15 дней может прекратить свое существование как государство. Его сомнут, съедят и просто разорвут, просто потому что он маленький. Какой бы он ни был вооруженный, с какими бы технологиями и деньгами, но только вот Америка, американское вот это крыло, оно держит вот этот вот баланс. И четвертый твой заключительный вопрос. Так какая же сфера влияния Дональда Трампа на Ближнем Востоке? Ну, сегодня она пошатнулась. В зависимости от того, что публично нам доложат по итогам, а рано или поздно война там прекратится, на время, не на время, не важно. Кто будет владеть Ормузским коридором, что будет с нефтяными потоками, как Трамп восстановит, в какой степени Трамп восстановит свои союзнические отношения с Катаром, Кувейтом, Оманом, Бахрейном, Саудовской Аравией, Арабскими Эмиратами. И главный вопрос. Останутся ли в полном объеме и в том же самом количестве американские военные базы в странах Персидского залива? Или военный контингент Соединенных Штатов Америки и количество баз в течение следующих 5 лет будут потихонечку сворачиваться. Это очень важно. Вот ответив на эти вопросы, мы будем видеть в среднесрочной перспективе, какова степень влияния Соединенных Штатов на Ближний Восток. Да, перейдем к украинским переговорам. Слушайте, как-то ни шатка, ни валка. Выглядит так. Но позитивные сигналы от Уиткофа, Умерова, как глав переговорных групп, не присутствие Москвы, давайте так, незримое присутствие Москвы, потому что были контакты до этого с тем же Дмитриевым, и Зеленский, который ничего не говорит ни хорошо, ни плохо, а говорит, ой, приедут, поговорим, все по телефону не обсудишь, защищенная связь нужна, это ж лично приедут, мы там все нюансы. В общем, такое ощущение складывается, тут два варианта. Или все решено, не хотят говорить, или максимально затягивают. Причем затягивают Владимир Александрович. Ты уже обжегся один раз, Саш, с марта 25 года. Твоя любимая эта история про все решено. Да нет, Саш. Не решено, и пока нет пути решения, и пока нет рычагов решения. Вы, друзья мои, я к зрителям обращаюсь, забываете коротенькую
хронологию действий перед нынешними переговорами на двоих в Майами. Как события развивались? И почему там нет России? И почему сначала это было для нас сложно? И что произошло потом? Напоминаю. Итак, там дней 10 прошло войны, которую Трамп затеял в Иране. Вдруг он звонит Путину и о чем-то там говорит. Наверное, вот о каких-то посреднических миссиях по поводу Ирана. Что-то, наверное, говорит ему Путин. Наверное, по Украине, Донбассу и так далее. После чего организовывается переговорный процесс на двоих. Почему на двоих? О чем это говорит со стороны Москвы? Москва говорит, мы уже все сказали, а тем более нефть пошла вверх, Кремль зарабатывает бабло как не в себя, потому что ситуация в Иране им на руку. Россия является экспортером нефти, нефтепродуктов, газа, удобрений и всех тех прелестей, да, дефицит которого сейчас мир ощущает. Поэтому Россия за эти 2-3 недели заработала дополнительно порядка 50 миллиардов по разным отчетам. То есть американцы говорят украинской делегации, приезжайте, будем говорить. Украина понимает, что на нас будут давить. Что делает Владимир Зеленский? Вы забыли про маленький, короткий его визит в Европу и встреча с двумя королевскими особами. Карл III и Филипп VI. Это два королевских дома, да, которые являются сегодня прообразом прообразом вот этой силы монархии, силы короны и так далее. Потому что Виндзор и королевское семейство Испании, они как бы находятся в спайке. Мы с вами не понаслышке знаем и понимаем, что британцы пытаются играть роль, как бы нас координировать, курировать, контролировать и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, британцы не дают возможность Трампу решить с нами вопрос так, как он с удовольствием бы это хотел сделать. Бриты не дают ему это сделать. Трамп с бритами пока сделать ничего не может. Ни с Федеральной резервной системой, ни с этими банковскими семьями. Ну, в общем, есть какие-то рычаги вот у короны британской на давление на любого президента. Кстати, заметьте, Трамп отстал от Канады. Вы больше не слышите ни слова про 52-й штат. Почему? Потому что там Карни. Карни – это британская корона. Карни возглавлял лондонский банк. Так вот, и только потом появилась Майами. То есть Владимир Зеленский подстраховался и заручился поддержкой в очередной раз бритов, и тогда украинская делегация поехала туда. Дальше, Саш, ты прав. Мы не знаем результатов переговоров, но давайте пофантазируем. А к чему они могли прийти? Ни к чему. Потому что позиции России и позиции Украины по Донбассу остались неизменными. И нет пока третьей силы, кто может или изменить позицию русских, чтобы они дали заднюю, Дмитрий, сказали окей, я прошу прощения, или чтобы изменили позицию Украины. Сейчас мы вернемся Все? опять в Украину. Там есть Давай. вопросики как бы по поводу позиции Давай. и все остальное. Я, если честно, тут я смеюсь в голосину. Это тоже приходит информация. Как бы израильские, да, информационное агентство, источники в Израиле. Короче, США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном. Это якобы позволит Трампу прибыть в Израиль на День независимости Израиля, чтобы получить премию мира Израиля. Ну, смешно, грустно, смешно, да, я с тобой согласен, вызывает улыбку колкую такую. То есть Израиль демонстрирует здесь три вещи. Что американская внешняя политика будет подстраиваться под израильские даты, что великое и могучее США должно сделать все так, чтобы все закончить так, чтобы Израилю было комфортно отметить свою дату, чтобы на Израиль не летели иранские ракеты. Классно устроились, мне нравится, молодцы. Нам надо поучиться, но многим надо поучиться. У Израиля не у всех так получится. Ну и самое третье смешное – это премия мира, которую Израиль наградит Трампа за начало и окончание войны в Иране. Я нигде еще не встречал. В общем, скажу так. Израиль может изготовить 28 статуэток и обложить Дональда Фредовича вот просто вокруг него. Да, в машину, в самолет, в дом, в Мар-а-Лаго, где угодно. Мы же понимаем, что все разговоры, мысли и мечтания Дональда Фредовича о Нобелевской премии мира канули в лету. Потому что он все-таки, вот это внутреннее его противоречие, между тем, он миротворец или полководец, вот все-таки туда, в сторону полководца.
Иран это же не последнее. Мы с тобой говорили про Кубу, там еще есть Никарагуа, там уже заговорили про Колумбию, что там президент ай-яй-яй, чуть ли не начальник всех наркокартелей. Вот, и я не думаю, что в Нобелевском комитете вообще Трампа рассматривают уже всерьез как будущего лауреата. А то, что израильтяне могут наградить Дональда Фредовича чем угодно, ну так чем угодно. Он тщеславен, он эпатажен, он самовлюблен, он безумно любит вот эти знаки лести, знаки отличия, медали. В честь Трампа сейчас могут назвать в Израиле пару улиц, парк, склон, что угодно, школу, аэропорт, ну аэропорт нет, школу какую-нибудь. Дональд Трамп это любит. Нетаньяху играет очень на тоненьких струнках трамповской души. То есть, видать, он еще и классный психолог. Поэтому вот ничего личного. 9 апреля в Израиле праздник. Ну окей. Значит, задача Дональда Фредовича решить все свои проблемы до праздника в Израиле. Пусть занимается. Задание получил, пусть делает. Если его это не обижает. Вот такие заявления со стороны Израиля. Да, ну, в общем, как бы по Израилю будем наблюдать, конечно. Вернемся к Украине. Смотрите, сегодня делает Зеленский очень резонансное заявление. Очень резонансное. Я предлагаю не военный даже аспект его рассмотреть, но если хотите, можем и военный. Тут тоже как бы есть что сказать. А именно геополитический. Значит, якобы приходит ГУР. Ну, опять-таки, якобы мы не знаем. Ну, к Зеленскому пришли ГУР. И сказали, что на неподконтрольных территориях Украины, а также в Беларуси создаются некие базы наземные для того, чтобы координировать беспилотники, и мы, мол, будем что-то с этим делать. Беларусь в очередной раз летит тапок от Зеленского туда, на фоне, ну, я сегодня считаю, вот сегодня 2 дня победы. Сегодня День победы Ирана, безусловный. Причем, вот смотрите, как дальше там не развернется, но это уже безусловный День победы Ирана. Можно прям в календарь заносить, все. Трамп отполз, а кто первый моргнул, кто первый отполз, все равно это уже дальше как бы должно было быть совсем не так. Должно было быть все гораздо хуже для Ирана. То есть это изначально уже победа. И у Беларуси День Победы. Приезжает после встречи с ним Коул. Они поотменяли санкции для удобрений на фоне беды с энергоресурсами, с вообще непонятно какой посевной этой весной, да, в Европе, в Украине, везде, короче. И говорит, что, слушайте, да, вполне себе подбираются даты, вполне себе Лукашенко может поехать в Америку. То есть получается очень интересная история. Украина каким-то путем будет решать вопрос, ну, то есть атаковать, получается, Беларусь, а друга Трампа, с которым у него, видите, как все хорошо. Как вы прокомментируете этот выпад, очередной выпад в адрес Беларуси? Приведу тебе аналогичный пример. Сегодня Нетаньяху высказал прямую поддержку Виктору Орбану. То есть получается, что Джей Ди Венс на этой неделе должен прилететь. То есть мы это прекрасно понимаем, что Трамп, а раз Трамп, то и Нетаньяху. Нетаньяху по барабану эти выборы в Венгрии, но раз Трамп поддерживает, что бы не поддержать. Тоже поддерживает Орбана. Мы поддерживаем США, но мы против Орбана. То есть тут тоже можно сказать, что мы идем как бы в разногласии, в разночтение с американцами. Что Орбан для Украины официальный, ну чуть ли не главный враг Европы. А США, чуть ли для США Орбан лучший друг Европы, американцев. Кстати, Европа и там молчит, она вообще потерялась Европа, вообще не понимает, что ей делать. В том числе по Белоруссии. То есть для Европы была аж Светочка Тихановская. Для Европы батька вообще Лукашенко не существовал. Последний диктатор Европы, не рукопожатый, нелегитимный и так далее. И уже 4-й визит спецпосланника Трампа к этому самому нелегитимному. Да. Более того, ты правильно сказал, сняли санкции с Белкалия, с нескольких банков. Значит, Лукашенко не пацан зеленый, хитрый лис. Он пытается сейчас воспользоваться, и у него это получится. Геополитическим интересом Трампа к Беларуси, как написал в своем отчете Лондонский институт международного анализа, что как бы Трамп хочет превратить Беларусь из балкона России, это такая красивая фраза, балкон России, в некую буферную зону,
чтобы, да, между Россией и правым флангом европейского НАТО. И, конечно, Лукашенко В этим Украину, воспользуется. Дмитрий, в Украину. Сейчас, я скажу, Не-не, сейчас. хочет превратить в Украину. Украина такой Да. задумывалась для того, чтобы быть между Европой, Западом, Востоком, все транзиты, все пути, вот в этом Все, что, очень все, что между нуждается Россией... Запад и Восток в такой Да, стране. я согласен. Все, что между Россией и НАТО европейским, но не в НАТО, вот все задумывается вот примерно в этом русле. Поэтому, чтобы сейчас я перейду к встрече Зеленского с Гурами и к этим предупреждениям. Закончу с Лукашенко. То есть он будет играть, пытаться очень тонкую игру, потому что сегодня он тотально зависим от Путина, но в этом виноват Запад, потому что своими санкциями и непризнаниями Лукашенко они сами его толкнули, собственно, в эти жесткие объятия Кремля. Сегодня, когда на горизонте появился Трамп, и в ту самую минуту, когда Лукашенко полетит в Вашингтон, а он туда полетит, и в ту самую минуту, когда все мировые СМИ покажут момент рукопожатия, а может быть и обнимашек, и в ту самую минуту, когда Дональд Трамп вслух на весь мир скажет, что это классный парень, ну как бы все, он становится рукопожатым раз, и он уже будет играть, пытаться между Западом и Москвой. Это я рассказал для чего. Теперь возвращаюсь к сегодняшнему дню. Что сегодня сказал Владимир Зеленский такого, что для тебя стало удивительным? Он сказал следующее, что по информации наших разведчиков, Россия на неподконтрольных нам территории, которые оккупировала Россия, и на территории Беларусь, создают некие базы, которые будут заниматься беспилотными системами. Мы, сказал Владимир Зеленский, думаем над аналогичным зеркальным ответом. Это абсолютно не означает, что мы собираемся нападать на Беларусь. Это означает лишь что? Что и мы вот в рамках вот этой российской операции должны находить элементы противодействия и противоядия. Значит, и мы в тех или иных местах должны разместить, я небольшой в этом специалист, я просто размышляю вслух определенные базы. Но я хочу нас всех успокоить. Лукашенко сегодня костьми ляжет и сделает все возможное, чтобы с территории его страны никакой бы угрозы, никакой милитаризации, никакой эскалации по отношению к Украине не было бы до его визита в Вашингтон. Зачем оно ему нужно? Он будет всячески увиливать от Путина в этом плане и играть вот такую роль. Ему не нужно это. Мы должны это понимать, что ему это не нужно, и поэтому мне кажется, что нам с Беларуси ближайший какой-то там месяц, два, три ничего не угрожает. А все остальное, да, это задание разведки, контрразведки. Идет же война, Саш. Мира же пока нет, значит, идет война всеми способами и средствами, которые есть у каждой из сторон. Значит, наша разведка докладывает о том, что планируют русские, значит, мы должны действовать в соответствии с этими планами и решениями. А даже иногда играть на опережение. Посмотри, предыдущий день, вчерашний, да, с спецоперацией СБУ там и всех сил обороны. Ленинградская область, один из крупнейших нефтяных терминалов, один из хабов всего экспорта нефти российского на Балтийском направлении, 4 резервуара горит. Я думаю, что серьезные повреждения вывели из строя огромные терминалы на Балтике. Вот так вот оно работает, пока идет война. Каждый действует в соответствии со своей стратегией. Стратегия украинских спецслужб – это выведение из строя как можно большего количества и объема всей газово-нефтяной инфраструктуры противника, экспорт которого приносит огромные барыши в российский бюджет. Из-за этого делаются ракеты-шахеды, которые летят на Украину, убивают украинцев. Поэтому украинские спецслужбы справляются, на мой взгляд, с этой профессиональной своей задачей, и весь мир это видит. То есть... Как весь мир видит в очередной раз, что российское ПВО не в состоянии, российская контрразведка не в состоянии сегодня справиться с подобными планомерными и целенаправленными операциями. Украинские спецслужбы за нефть по 150. Да, украинские спецслужбы занимаются выведением. Украинские спецслужбы не занимаются экономикой. Они занимаются военными действиями, противодействию противника. Это первое. Второе. Цена на нефть из-за повреждения этих терминалов никак не пострадает.
Тем более, что Дональд Фредович сказал, что начинаются переговоры в Иране. Одного этого слова хватает для биржевых всех процессов. Мы сегодня видим, что уже не 120, уже под 90. Наверное, к сотке вернется. Но для Украины, как для воюющей страны, эта спецоперация крайне эффективна, мы это видим. А для мировых цен на нефть оно никак не повлияет. Посмотрим, посмотрим. Значит, два момента хотел бы с вами обсудить сегодняшнего дня. Перейдем к вопросам зрителей. Значит, момент первый. Это, тут вышел, у них любовь такая. Нельзя осуждать людей. Кто-то любит... Есть, знаете, есть там тантрическая близость. А есть, как у Гордона с его супругой, так и у Кулебы с его подругой. Тоже такая, эфирная близость. Она у него берет интервью, понимаете, вот. Значит, Павелецкая, та, которая там отметилась. В общем, неважно. Что говорит Кулеба? Значит, МВФ говорит, чтобы я вам дал деньги, сделайте вот это. Там написано, повысьте налоги. ЕС говорит, чтобы мы дали вам побольше денег. Выполните условия МВФ. К тому же, поскольку вы еще вступаете в ЕС, если этого не сделаете, не вступите. Поэтому, говорит Кулеба, у нас нет выбора в той реальности, в которой мы живем. Выбора нет. Констатирует Кулеба. Дальше они там еще общаются, говорят, там зумеры, там нет, должны быть институции. В общем, это отдельная история, такая поколенческая. Я не Кулебу с вами хочу обсудить. Я хочу обсудить, как украинцы изменились. Изменились до неузнаваемости. Вот смотрите, если откатиться на 2014 год, да, зверяче побыття, помните? Этих зверячих побытив сейчас в каждом закоулке. Отловы, драки, сопротивляются с ножами, с битами, вот это вот все. Вот прям, и никто этого не может остановить. То есть, как бы там красиво не рассказывали по телевизору, какие бы задания там не получал Федоров, как бы там это все не выискивали и выуживали, зверячее побыття каждый день происходит. Я даже, вот когда делаю шум, знаете, даже как-то вот, и ты понимаешь, что там есть какие-то эпизоды, есть такие какие-то, но это настолько уже, потому что завтра будет новое, да, то есть, а послезавтра еще какое-то. Дальше, зверячее побыття. Кулеба нам говорит же, это же истина. Говорит, у нас нет выхода. Нам нужно вот так и вот так. А я вспоминаю тоже 2014 год, когда, помните, Янукович отвернулся от ассоциации. И откуда вообще этот Майдан начался? Типа, вот ты против Европы. Там же как тогда регионалы оправдывали этот разворот? Они говорили, мы не отворачиваемся, мы просто сейчас пересоберемся и выбьем условия лучше. Лучше. То есть мы за вот эти 12 лет перешли от условий лучше, да, от борьбы за то, чтобы условия лучше, к тому, что, у нас нет выбора, все, давайте, нам пришли, сказали, голосуйте и так далее. То есть фактически расписываемся, несубъектности получается, и это на фоне войны, на фоне отловов, на фоне жертв ежедневных. Вот такая метаморфоза. Как вам видится вот это за 12 лет? Значит, сейчас к Кулебе вернусь, к МВФ и ЕС. ЕС в сегодняшнем виде по отношению к нам ведут себя как лицемерные циники, без всякой морали, ценностей, нравственности. Все это блеф и политическая трескотня. ЕС хочет сделать нас абсолютно несубъектными, хочет контролировать все, что касается Украины, финансов, экономики, и поэтому давит на нас, но произносит при этом красивые слова про то, что мы должны отстаивать, и они рядом, и так далее, и так далее. Это первое. Что касается МВФ, мое отношение к этой структуре все знают. Это не банковская структура, это структура политического давления на слабых через финансовую политику кредитов и удушения в долгах. Потому что банковская структура, обычная финансовая, не должна ставить политические хотелки во главу угла. А это именно политические хотелки всегда у МВФ, у ЕС, свободу НАБУ, на вот этим всем и так далее, и так далее. Следующий аспект.
Как только МВФ во время войны говорит государству поднимать налоги, когда средний и малый бизнес вообще на грани выживания, это говорит о том, что судьба Украины никого не интересует. Они просчитывают чисто математику, что для того, чтобы мы продолжали платить по долгам, нам нужно поднять налоги, тарифы и так далее. Им по барабану. Сколько человек закроют предприятия, как Украина, им по барабану. Они такими категориями не мыслят. Им нужно дать нам вот эти там очередной транш 1,5 миллиарда, чтобы миллиард сразу отдали в счет погашения долгов и так далее. То есть МВФ это удавка. До тех пор, говорил я много лет тому назад и продолжаю говорить сейчас, до тех пор, пока Украина как государство не найдет альтернативу этим деньгам, а альтернатива есть на Востоке, до тех пор мы будем тотально зависимы от хотелок МВФ, ЕС и так далее. А сегодня, учитывая, что мы в войне, учитывая колоссальный дефицит бюджета, куда нам деваться, мы вынуждены, наверное, идти на какие-то уступки. Это второе. Третье. Что касается Кулебы. Он нашел уже лопату, и он уже готов защищать родину с лопатой в руках. Если нет, а он об этом говорил, если он продолжает жить жизнью сибарита, Украина, Гарвард, поездки, форумы, интервью, концерты и так далее. Если он живет такой жизнью во время войны, то он, на мой взгляд, не имеет права рассуждать от имени всех украинцев, многие из которых еле выживают. И четвертое, ТЦК. Это зверячество. Я по-другому найти не могу. И самое мерзкое в этой картине заключается в 3 аспектах. Это молчаливое бездействие полиции, а в присяге у каждого полицейского написано защищать народ. Свободы народа, права народа. Второе – это зверячество здоровых молодых парней в гражданской одежде. Это некие там охранные агентства. Почему они не на фронте? Молодые, здоровые, спортивные, обученные. Они не на фронте, а ловят не молодых, не здоровых, не желающих и не обученных. Вылавливают как врагов. Как просто, людоловы их уже называют. Это вот картинка, да? И третий аспект, абсолютно омерзительный, это маски на лице. Потому что они все знают, что война закончится, и они растворятся в толпе. И чтобы их никто не знал, не видел и не узнал. И будут бить себя в грудь и показывать удостоверение, что они воевали за Родину. Поэтому они все в масках. И если это все не прекратится, я не знаю, что будет. Просто, знаешь, стакан же наполняется, а потом вот что-то происходит, и все. Я в шоке от того, что происходит, причем включая улицы моего родного города. Говорят, и в Киеве уже тоже начинают звереть и так далее. Поэтому смотри, Саш, ты задал эти вопросы, ты их это все соединил, я постарался разложить. Нет, я... Про ТЦК отдельно, Смотрите, вы про разложили... Кулебу отдельно, про МВФ и ЕС отдельно. Надо черту подвести. То есть, смотрите, вот нам говорят, что там вот украинцы, так они поменялись за эти годы войны. Очень сильно поменялись. Я понимаю, что придет к тому, что от криков, крики беспомощности сменят рев и как бы бунт сопротивления, понимаете? Это вполне вероятно. Не исключено. Это вполне вероятный сценарий. Но пока что это крики беспомощности на фоне мифа о гидности, о вот этом, да, достоинстве, это же политический национальный миф, да, вот того, что было тогда, да, и того, что случилось сейчас с украинцами. Ну, конечно, есть такое. Украинцы, ты говоришь, изменились. Да, конечно, посмотри, сколько злобы, сколько ненависти. Зайди в соцсети. Сколько ненависти даже по отношению друг к другу. Если ты на другом языке, если у тебя другое мнение, если ты высказываешь какую-то свою позицию, если твое мнение не совпадает с мнением, да, все, ты враг. Ты говоришь про ТЦК, ты враг. Ты что-то там украинское, ты враг. Ты читаешь не те книжки, ты враг. Люди готовы сожрать друг друга. Желчь, ненависть, злоба, зависть. Готовы... Ребята, хочется просто крикнуть. Так нельзя. Я понимаю еще, когда ненависть и озлобленность по отношению к армии агрессора, к армии оккупанта, которые пришли на нашу землю и убивают... Окей, я понял, война. Но откуда же столько ненависти друг к другу? Где же эта вот едность? И вывод простой.
Война закончится, а эта ненависть никуда не денется. И мы с этим или справимся, у нас еще есть шанс как-то образумиться, но немножко как-то больше доброты, что ли, друг к другу. У нас тут нет врагов. И если у меня не совпадает мнение с Александром, а у него со мной, но это же не значит, что мы должны переходить на какие-то античеловеческие методы. Это просто говорит о том, что у него своя позиция, у меня своя. Мы высказали ее, и все. То есть мы куда-то не туда идем. Народ превращается в озлобленное такое, ожесточенное, то есть с такой ненавистью друг к другу, в какую-то массу такую. А в такой массе очень легко зажечь спичку. Из этой спички, да, может возгореться пламя, революционный такой алло. А не хотелось бы. Но еще это пламя, ну, то есть закончить войну и окунуться вот в эту еще историю, в разборку внутри нас друг с другом, то что ж тогда от страны останется? То ничего тогда не останется. Поэтому не заканчивают. Там, да? Поэтому не заканчивают. Кто не заканчивает что? Украина не заканчивает войну. Мы же сейчас говорим об обществе, Не-не, о людях. это очень важный момент. Люди никогда не начинали и не оканчивали ни одну Послушайте, войну. это очень важный войну. вопрос, Дмитрий. Вы понимаете, о чем я говорю? Может, поэтому элиты принимают продолжение войны, нам рассказывают о том, что всякие депутаты сначала там западным, сегодня РБК это печатает, что воевать надо еще где-то года 2, Европа попросила, потому что они боятся, если условно завтра свисток финальный этого матча и закончится война, то как раз таки вот эти разборки и начнутся. Вы видите, как Юзика поймали? Вернулся, притащил хвост назад, дает показания. Что за сенсация сегодня в РБК? Европа давно не скрывает это. Последний раз они высказали это устами руководителя Мюнхенской конференции по безопасности. Говорит, пока Европа воюет, пока Украина воюет, Европа в безопасности. Европа не скрывает этого, что им бы еще 1,5-2 годика, чтобы Украина повоевала, чтобы Европа немножко, так сказать, мускулы набралась экономических и так далее. Они же не скрывают этого. Я их поэтому называю европейскую политику по отношению к нам лицемерные, абсолютные, лицемерие, не знаешь, как слов уже подобрать. Лицемерные циники, вот и все. Это Европа. Теперь мы. Секундочку. Почему кто-то считает, что Украина должна заканчивать переговорные процессы, останавливать войну на условиях, которые нам выдвинула страна-агрессор в виде ультиматума? Мы же говорим о государственном вопросе или о человеке? Стойте, я говорю об условиях, которые выдвинул Трамп. И Трамп считает Зеленского препятствием к завершению войны. Трамп останется. Сегодня он считает так, завтра он обидится на Путина, послезавтра это. Я давно перестал реагировать на эти сентенции, что там Трамп о ком говорит. Сегодня, видно, там о чем-то они переговорили с русскими по иранскому кейсу. Сегодня ему очень хочется уже, чтобы тут все закончилось, а ему по барабану, как все закончится. Уйти с Донбасса, значит, уйти с Донбасса. Какая разница Дональду Трампу? Вот он и видит, что Украина упирается, а вот он как бы и поддавливает Украину. Более того, он видит, что Украину поддерживают британцы, корона и так далее. Вот он и поддавливает на нас. Злится, потому что Трамп сегодня в не очень хорошем психологическом аспекте, мы же это понимаем, он раздражен многими событиями вокруг и так далее. Но мне хотелось бы услышать от тебя хоть один раз другое. Почему Россию никто не давит, чтобы, наконец, заставить ее отказаться от своего ультиматума? Да у нее санкций больше, чем у Ирана, если по количеству, это же не давление. По штукам брать. Иран 40 лет живет под санкциями. Разведки, оружие поставляют, партнеры, контракты, гарантии, заводы на территории Европы. Это все нацелено как раз-таки на Россию, на вот эти заводы в Ленинградской области, на вот эти все, скажем так, мощности, на судоходство. Как не давят? Давят. До тех пор, пока в межгосударственном аспекте не будет найден, я так мягко скажу, не будет найден компромиссный и консенсусный вариант решения вопроса, оставшейся под украинским контролем территории Донбасса, до тех пор устойчивого мира подписать не удастся. Вот сейчас, я уверен, идет работа
над поиском какого-то варианта, который может удовлетворить и одну, и другую сторону. Только после этого диалог продлится и диалог засверкает такими, да, пойдет очень быстрыми шагами, потому что остальные моменты можно договориться. И по гарантиям безопасности, и по финансам, и по восстановлению Украины, и по будущим взаимоотношениям. Есть еще один вопрос, это НАТО. И я об этом много раз говорил, что пока мы не зафиксируем юридически каким-то образом, что вот по вопросу НАТО, тоже я сомневаюсь, что война закончится. Если мы хотим закончить войну таким образом, чтобы иметь гарантии на десятилетия, что она не повторится, тогда надо ликвидировать то, что может стать вот этим, да, иначе не получится. Я даже ничего добавлять не буду. Хорошо, в конце вы так прям. Да, надо вот ликвидировать то, а иначе не получится. Да, да. Значит, друзья, подведем итоги опроса. Были ли переговоры Трампа с Ираном? Ой, как интересно. 4% да, через падишаха. Нашли какого-то иранца, с ним говорили. Значит, 4% да, врет Иран, переговоры были. 24% да, через Россию. То есть, давайте так, через Россию, через какого-то посредника. Или 68% считают, что не было никаких переговоров Трампа с Ираном. Значит, врет Трамп. Вот такие итоги, да? Вот что скажете? Нет, я сказал, мне кажется, что 68% зрителей, которые проголосовали вот по третьим пунктам, что, друзья, думаю, вы ошибаетесь. Как раз новость, которую Александр зачитал во время нашего эфира, лишь подтверждает то, что предыдущие сутки были очень плотными с точки зрения контактов через посредников. Кто, где, на чьей территории, как, мы не знаем. Но сегодня выдали базу, да, что, в общем, Иран получил предложение от Америки, поэтому вот вы невнимательны, может быть, были. Да, переговорные процессы идут. Не Трампа с Ираном, посредников между командой Трампа и иранской властью. Вот так будет более корректно. Да, давайте, друзья, перейдем к вашим вопросам. Режим Блиц, Дмитрий. Вопросов, как обычно, предостаточно. Поехали в клубе зрителей «Шелест». Вот такой вопрос от Алекса Цицарева. Добрый день. Вопрос Дмитрию. Что послужило спусковым крючком для начала боевых действий? И могла ли Украина это предотвратить? А Россия могла не начинать войну против страны, которая ей ничем не угрожала? Как только вы ответите на этот вопрос, можете не мне, себе, то вам сразу станет понятным, что ваш все вопрос... очень интересно. Извините, зрители, это очень интересно. Зеленский мчится в Соединенные Штаты Америки. Новость такая, да, пришла? Угу. Опять-таки, нашли борт, нашли, вроде как это он, вроде как летит, вроде как внезапно, вчера еще был здесь. Вроде как ждал, говорит, сейчас приедут наши переговорщики, будем говорить, да, то есть они смотри, как все связано, смотри, я постараюсь, это якобы, давайте, чтобы мы в прямом эфире, чтобы мы не сели в лужу, это якобы, есть уже борт, он вылетел из Ирландии, летит сейчас в сторону Соединенных Штатов Америки, якобы на нем Зеленский. Если это так, мы об этом узнаем. Но это официальная история. Президент государства не может инкогнито лететь в Соединенные Штаты. То есть, если это имеет место быть, то мы в течение часа, все агентства об этом сообщат. И если это так, то это будет являться свидетельством того, что есть необходимость у Трампа или у Кушнера лично встретиться с Зеленским, потому что что-то двигается, но нужно протолкнуть те или иные моменты. И есть еще такое понимание, что если действительно двинулся с мертвой точки процесс переговорный между американцами и иранцами, и если в этом посредническом узле были как-то задействованы русские, то теперь мяч на стороне американцев. Вот я так это все соединяю. Но предлагаю подождать. Такая новость не может быть вот так, с бухты-барахты. Если президент летит в Соединенные Штаты, значит летит, и значит, что завтра у него состоится встреча с Дональдом Трампом.
А не может Владимир Зеленский лететь в Соединенные Штаты на встречу с Уиткофом. Ну, не по ранжиру. Значит, с Трампом. Если это так, значит, Трамп считает необходимым сегодня лично поговорить и обсудить какие-то вопросы. Если это как бы фейк, ну, значит, фейк. И дождемся возвращения украинской переговорной группы и будем дальше размышлять над тем, что там происходило. Забирать поехал Умерова, Буданова. Так тоже может быть, да. Забирать Мол, нечего поехал. там, вот это, в туристы, что ли, записались, тут дел по горло. Да, все правильно. Да, очень интересно, если это подтвердится информация, пока нет подтверждений, ну, может, в режиме прямого эфира еще успеем что-то, давайте вернемся к зрителям, ну, успеем подтвердить или опровергнуть, уже там более-менее такие внятные источники об этом напишут. Очень интересно, очень интересно. И вот видите, тонкая линия через весь Иран сегодняшний, и сегодняшние вот эти все качели проходит Россия, а если это так, то это означает, что все-таки есть дедлайн не только 9 апреля ко Дню независимости Израиля, а вот те дедлайны, о которых мы говорили раньше с вами, да, которые там до конца весны, там День независимости Америки, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вопросы. Значит, здравствуйте, Василий из Одессы вам пишет. Дмитрий, слушаю вас и диву даюсь. Вы говорите, у Израиля самая сильная армия на Ближнем Востоке, но при этом говорим Израиль, подразумеваем США. Как так получается, что на Ближнем Востоке самая сильная армия – это коалиция США-Израиль, а без Америки Израиль на Ближнем Востоке что, ноль без палочки? А по поводу воинствующих евреев вспомнилось, мы конники буденовцы, парам-пам-пам. И самым главным конником считается Абрам. Скакали мы на конниках в андатровых буденовках, а позади стоял Есехинвей. Мира и добра вам, Дмитрий. Ну, такое сообщение от Не Василия. воспринимаю даже нотки антисемитизма и очень неприятно удивлен той тональностью написанного, если вы одессит. В Одессе антисемитов нет. Это первое. Второе. Я ответил на вашу первую часть вопроса во время программы, прям разложил все по полочкам. И что такое Израиль, и что такое израильская армия, и почему Америка, и в чем сила, и кто вокруг Израиля, и сколько в Израиле, и сколько вокруг, и так далее. И третье. Да, не буду я про национальность, не хочу. Хотел сказать, не буду. Не хочу. Александр, добрый вечер, Дмитрий. Ранее товарищ Спивак утверждал, что именно Путин ответственен за конфликт. Почему же экс-Спивак не берет в расчет, что было до 24 февраля, не считает ответственными тех, кто спровоцировал Россию на проведение СВО? К примеру, десятки баз ЦРУ на границе, Да, я все США понял. в Крыму, в Очакове, отработка Я всё ядерного удара по территории России электронного. Да, я все понял. Над Харьковом, ну и так далее. Украина стремительно форсировала эту угрозу. Одним словом, получился проект «Антироссия», когда украинцы начнут честно смотреть на все это в контексте начала СВО, спрашивает Александр. Путин военный преступник. 24 февраля 2022 года Путин отдал приказ о начале широкомасштабной войны против суверенного государства, которого они называли дружеской страной, почти братской, которая ничем России ядерной не угрожала. У Украины нет ядерного оружия, у Украины нет намерений и никогда не было намерений атаковать Российскую Федерацию. Все остальное, что вы рассказали, это плод вашей бурной фантазии и пропаганды. Подождите, а есть у НАТО медицинский не было? факт. У НАТО Есть не было? Нет, Украина не член НАТО. У Стремление НАТО не Украины в НАТО. Мы можем стремиться, куда мы считаем нужным, как суверенное государство. Это наш внутренний вопрос. Если все конфликты решать вот так, то это называется военное преступление. Более того, этот факт медицинский войдет во все исторические справочники. 24 февраля 2022 года. Не просто какой-то конфликт, не просто какая-то там операция, а 5-й год широкомасштабная война с применением всех средств и методов ведения современной войны, ну, кроме, ядерного оружия. Все, авиация, ракеты, бронетехника, артиллерия, флот, подводный флот, баллистика, гиперзвук, пехота. Все, 5-й год.
вы воюете с Украиной, убиваете украинцев, вы русские солдаты, вы российская армия, и вы российский народ, который это все поддерживает, рассказывая себе и друг другу, вот какие... Вас спровоцировали? Ну так, блядь, не провоцируйтесь в современном мире с братскими странами, которыми вы так называли. Наверное, надо решать спорные вопросы, а их очень много может быть, спорных вопросов. Надо решать иначе, другими способами, на мой взгляд, а не убийством сотен, сотен и сотен тысяч людей и еще сотен, сотен и сотен тысяч искалеченных судеб. Вот когда закончится война и пройдут годы, мы только узнаем правду о цифрах погибших, раненых, обездоленных, искалеченных, потерявших кровь, квартиры. Не хочу. Вот, блядь, не заводите меня этими вопросами, пожалуйста. Это я к зрителям. Я живу в Одессе. Я живу между Одессой, Николаевым и Киевом. Вот в этом треугольнике. Вы просто... У Александра большинство гостей, которые вот на эфирах, они не живут в Украине. А я живу тут. Не, ну в Вот у нас Украине сейчас эфир достаточно 20 гостей. минут тому назад, вот за моей спиной там взрывы были. Я еще не читал новости. Опять уже что-то летает в 7 часов вечера. И так каждую ночь и каждое утро. Вы мне Так, рассказываете, кто кого, блядь, спровоцировал. значит, Не злите меня. интересный лингвистический вопрос, вот правда, мне самому интересно, надо всем его позадавать, и вам в том числе. Давай. Значит, ну, задают вам. Почему российские солдаты, когда находятся на передовой, в простонародье это называется за ленточкой, либо типа за рекой? За рекой. Я не знаю, не слышал такого никогда. А украинские солдаты, находящиеся на передовой, находятся на нуле. Вот такое наблюдение. Александр, спасибо большое. И Дмитрий, спасибо, удачи. У меня много друзей в прошлой жизни, довоенной, общались часто. Сейчас как-то мы... Было много друзей, которые в свое время прошли афганскую войну. А если я не ошибаюсь, это оттуда, за речкой. Вот, ну, в смысле, не то, что если я не ошибаюсь, это точно. Это вот у них в сленге было за речкой. Почему, не знаю. Но это оттуда, вот с афганской вот такой риторики, за речкой. Как сейчас это там у русских, мне по барабану, не знаю. Почему у нас называется на нуле, ты тоже не знаю. Наверное, это вот ноль, вот все. Вот здесь соприкосновение, да. А там первый, второй эшелон, третий. Ну, как-то так. Ну, не знаю. Ну, интересно. Интересный такой вопрос. Он, да, большого, может быть, значения не имеет, но так для себя выяснить. Обязательно выясню, кстати. Согласен. Значит, да. Дмитрий, вот, значит, вот такой вопрос. Скажите, понимаю, вы не верите в то, что России нужна Одесса. Давайте представим сценарий, что Россия приступает, и есть средства. Понимаю, неприятно, мягко говоря, для многих. Что делать будет в этом случае страна, конкретно вы и люди в Одессе? Как бы вы ответили сейчас, на данный момент времени, на этот вопрос? Я не могу ответить вам за людей в Одессе. Я вам не скажу за всю Одессу, да? Да, ну это неправильно, да. Но Россию здесь никто не ждет. Потому что Россия по отношению к Одессе, как и по отношению к остальной Украине, проявляли себя 5-й год как оккупанты и агрессоры, которые убивают одесситов и разрушают наш город. Школы, храмы, детские садики, дома обычных людей, мирных людей убивают каждый день, которые точно не угрожают России. Поэтому я бы не хотел рассматривать этот гипотетический факт, а нужна ли России, значит, Одесса. Ну, конечно, наверное, им нужна и Одесса, и Черное море, и Харьков, и Донбасс, им вообще все нужно. А мало ли что им нужно. Они 12-й год Донбасс не могут оккупировать. 1,5 года скоро, как они Покровском занимаются. Вот. Поэтому не хочу я об этом размышлять. Степ-бай-степ, знаете. Каждый человек и каждое государство будет принимать решения, исходя из текущей ситуации. Да, в том числе я, моя семья и так далее. Анжелика спрашивает. Норильск. Добрый вечер, Александр и Дмитрий.
У нас на предприятиях Норникеля работают тысячи граждан Украины. Работают и, соответственно, платят там налоги немаленькие в бюджеты, своих немаленьких зарплат. Шахтеры, плавильщики получают примерно $3000 и выше. У меня к вам вопрос. Как вы относитесь к своим гражданам, которые работают здесь у нас? Кто они? Люди, которые хотят жить и работать, или уклонисты и недостойные граждане? И имеют ли они в будущем право голоса на выборах? И, кстати, Норникель под санкции почему-то не попал. Хорошее наблюдение, спасибо, Анжелика. Не, ну я знаю, почему он не попал в санкции, потому что, я же сказал, да, лицемерный, циничный Запад, Европа, они пользуются продукцией и так далее. Значит, ничего личного, только бизнес. Значит, отвечаю вам на третью часть вопроса. Имеют ли они право голосовать в Украине? На мой взгляд, нет. Моя позиция, она юридически Объясните. Сегодня, кстати, там из ЦВК сообщали, что, мол, люди добрые, давайте внесите свои, изменения. Тех, кто за границей, внесите изменения в реестр. Да. Готовятся потихоньку. Я думаю, что будет принято решение украинским законодательством. Граждане Украины, которые добровольно уехали в Россию, работают там, не должны принимать участие в формировании украинской власти. А добровольно это как? Ну, тут же тоже решили вопрос. Уехать и уехали. Добровольно-то решили уехать. Вот все. Это человек принял решение, что он уезжает в Россию, дальше он там ассимилируется, работает, платит налоги. А когда? Когда уехали? Когда бы это ни было. Если ты ассимилирован внутри, если человек уехал и ассимилирован внутри российской жизни, и после начала войны никак на это не отреагировал, не уехал, никак не изменил свою позицию, продолжаешь работать, поддерживать, платить налоги, на мой взгляд, это моя позиция. Ну, у каждого своя может быть позиция. На мой взгляд, этот гражданин, он уже не гражданин Украины, он не имеет права формировать нашу власть. Оставайся там, работаешь себе, это твое право выбора. У каждого человека есть право выбора. Каждый человек имеет право выбора. Вы выбрали, вы воспользовались своим правом. Вот живите там, работайте там, платите налоги там и участвуйте в выборах российской власти. Вот в том городе, в котором вы живете. Меняйте паспорт и так далее. А решите вернуться когда? Это отдельный вопрос. Он индивидуальный. Кто решит вернется, когда решит вернуться, когда, по каким причинам, это, в общем-то, тоже и спецслужбы должны рассматривать, и другие органы. А если ты не возвращаешься, а живешь там, чего ты должен голосовать после всего происходящего тут? Ты, находясь там, будешь ставить голос, кому быть во власти в Украине? Нет. Это абсолютно несправедливо, неприемлемо, и так быть не должно. И думаю, что так не будет. По крайней мере, на ближайшем политическом этапе. Вот сейчас, вот после войны, на ближайших выборах. Я так думаю. Денис, Дмитрий, здравствуйте. Если сегодняшний альянс Токио и Берлина – это не ремейк оси, а симптом хаоса, то что для Украины опаснее? Возвращение логики блоков Второй мировой или этот самый глобальный хаос, в котором свои игры начинают все? Спасибо за ответ. Классный вопрос. Это глобальный хаос, потому что один миропорядок уничтожен, а мирового порядка нет, международного права нет, никаких правил, ничего не существует, право силы и так далее. Международный хаос будет сопровождаться в ближайшие 10 лет созданием мини-блоков и мини-союзов. Каждый будет пытаться искать второго и третьего, да? Чтобы было комфортнее сопротивляться этому мировому хаосу. Задача Украины в этот политический период, в поствоенное время, также искать конструкцию союзнических отношений с кем-то внутри Европы. Мы находимся в Европе просто географически. Поэтому нужно выстраивать новую архитектуру европейской безопасности, где Украина должна сыграть свою мощную субъектную роль. Украина продемонстрировала, что мы это можем. Одновременно с этим, на мой взгляд, экономически Украина должна выстраивать, на мой взгляд, внешнюю политику многовекторности и посматривать вот туда, на восток, глобальный юг, Китай, Персидский залив, страны Африки и так далее. Это принесло бы нам значительный успех экономический, финансовый и социальный.
Мгм. Александр, Дмитрий Павлович, добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, слова лидера АДГ «Украина – это не наша война, это один из самых коррумпированных режимов на земле, Вайдель». Если вам что-то добавить, сказала ведь как отрезала, и самое, что нетипично для политика, по факту. Добра вам, вашей семье, Кирилл. Спасибо, добра и вашей семье тоже. Риторика альтернативы для Германии, она абсолютно понятна. Да? Правые идут к власти. Лозунг всех европейских правых, всех, это обращение к своему избирателю, что, мол, нахрена мы тратим деньги на войну в Украине, это, мол, не наша война, говорят все европейские правые, и вот мы придем к власти, и все деньги останутся, и будут работать на людей, на граждан и так далее, и так далее. Поэтому, это естественная их риторика, отработанная политтехнологиями. И, кстати, могу сказать, что эта точка зрения набирает очень серьезную популярность в Европе. И поэтому правые в Европе приходят к власти. И поэтому альтернатива для Германии будет играть очень серьезную роль в будущем формировании и распределении мандатов в будущем Бундестаге. Так, значит, добрый вечер, Александр и Дмитрий. Зачем Зеленский подставляет страну под иранские ракеты, чтобы Трампу угодить? Алексей спрашивает. Иранские ракеты не полетят на Украину. Почему? Владимир Зеленский по просьбе, думаю, по просьбе не Америки, а по просьбе стран Персидского залива отправил туда наших специалистов, потому что, конечно, тот военный опыт противодействия с шахедами, ведения шахедной войны, который есть у Украины, такого опыта нет ни в армии Катара, там, Кувейта, Бахрейна и так далее, и так далее. Поэтому наши инструкторы, наши специалисты помогают странам Персидского залива сопротивляться вот этим иранским атакам и так далее. Иран не будет воевать с Украиной, не будет сюда посылать ракеты, отправлять и так далее. Такое мое мнение. Потому что Украина не воюет с Ираном. Украинские инструкторы и специалисты помогают странам Персидского залива защититься от Ирана. Ни одна из стран Персидского залива на Иран не нападала. Это очень важные моменты, юридический аспект. Угу. Чат трансляции, конечно, возбужден по поводу вашей позиции. Вот тут шелест, не дожимаешь. Спросил бы, почему, а те, кто в Европе имеют право голосовать или нет, зачем не нажимаю? Вот вы спрашиваете, пожалуйста, вот задайте, пожалуйста, вопрос Дмитрию. Граждане Украины, которые в Европе Ребят, имеют право формировать власть в Украине? Ребят, вы или слушаете мои эфиры, или нет? Это сейчас я вам отвечу на этот вопрос. Мне очень жаль, что я буду повторяться в 100-й раз, но лично для вас повторю. Это первое. Второе. На меня бесполезно надавливать и поддавливать. Знаете почему? Я всегда говорю то, что я думаю, и у меня есть своя позиция, свое мнение. Оно может быть ошибочное, но я его всегда выскажу. Я не стремлюсь никому понравиться. Теперь про Европу. Я уже когда-то говорил, аргументируя свою позицию, что выборы невозможно, настоящие выборы, невозможно провести раньше, чем через 5-6 месяцев после окончания войны, потому что нужно решить массу организационных вопросов, в том числе я говорил о вопросе, который станет на повестке дня, он такой морально-нравственно-этический. А как быть с теми, кто имеет паспорт гражданина Украины, но давно уже живет вне Украины? И приводил примеры. Очень много людей живут в Канаде, в США, в Европе. Сколько лет? Год, 2, 3, 5, 10. Есть и такие. Давно уже ассимилированы в тех странах и так далее. Имеют ли они право или нет? Говорил я и ставил вопросы. Это очень сложный вопрос. Его нужно будет изучать. Если уехали в Европу, сбежав от войны, люди, там семьи, часть одно дело. Если уехали 8-10, то есть смотрите, да, сколько здесь нюансов. Ответивши, когда я отвечал на вопрос про жителей Норильска, тут у меня нет никаких нюансов. Тут для меня абсолютно все понятно и очевидно. Я высказал свою позицию, с которой вы, наверное, не согласны. Это ваше право. Но оставьте мне право на мою позицию. Угу. Значит, вот такой вопрос от пользователя. Очень короткий. Какой Дмитрий рассматривает самый негативный сценарий для Украины? Спасибо, добра и мира. Самый негативный сценарий для Украины – это если мы внутри украинского сообщества не найдем общий язык,
Общие правила, общие догмы, общие цели, задачи, общую гуманитарную политику. Вот это будет печально, потому что мы способны, Украина продемонстрировала всему миру, что мы способны выстоять против любой внешней агрессии. Да? 5-й год, вторая армия мира, значит, ядерная страна, Россия, 11 часовых поясов, или сколько там у них. 5-й год, да, вот, воюют против Украины. И мы выстояли как государство, просто как люди. Да. Я не знаю, сколько нас сейчас осталось, но мы выстояли. И выстоим. И война закончится. Она закончится переговорами. А вот после войны мы останемся внутри себя. И вот это очень важно и очень сложно. Как мы сможем вот друг с другом. И что, и как. Что будем строить. Это очень важно. Мгм. Так, Саш, давай там, наверное, заключительный Значит, вопрос. смотрите, давайте вместо заключительного вопроса тут два таких момента. Новости свежие, приходит заявление Трампа. Иран нам больше не угрожает. Перемога. Слушайте. А Иран, значит, ой, как интересно, советник спикера Меджлиса, да, заявляет. Иран не намерен возвращаться к прежнему формату переговоров с США. Тегеран не будет работать в рамках, которые ранее были предложены американской стороной до начала агрессии. Значит, отмечает это Расули, что если раньше инициативы носили общий характер, то именно теперь Иран будет определять конкретные детали и выдвигать свои условия. Похоже, вот эта наглость Трампа напоролась на восточный, персидский, ну, вот такой стиль. Куда вывезет? Ну да. Он в данном случае, я с тобой соглашусь абсолютно. В данном случае с геополитического измерения, что бы там Трамп сейчас не говорил, но для зрителей, да, для серьезных аналитиков, для лидеров стран, он пока на сейчас, вот на эту минуту, на вот эту новость, вот на время этой новости он проиграл. Конечно, он дает заднюю, он сворачивает, а он понял, что кто-то его отговорил, значит, появились в его окружении люди, которые убедили его, что надо сворачиваться, потому что надо начинать говорить. Мы с Ираном так его не отутюжим. Ну, я не верю, если честно. Если честно, не верю Трампу. Ну, мне кажется, что он за эти 5 дней может жахнуть. Да нет, да может он жахнуть, безусловно, и он может жахнуть, и Израиль может жахнуть. Речь о том, здесь идет, что то, что он жахнет, и если он жахнет, все равно не уничтожит Иран как государство и не сломает их власть. Я уже приводил пример, не пример, а говорил в эфирах, что ошибка Трампа в том, что они не прочитали, не просчитали менталитет значит, иранской власти, как она сформирована, эта конструкция. Она очень устойчивая, она как бы сформирована на основе идеологическом. И там есть 3 вертикали, 3 столпа таких, 3 стула, на которых стоит власть. Президентская вертикаль, Пажескиан, такое дело. Дальше духовная власть от аятол. И дальше вооруженная власть спецслужб КСИР. Вот этот равнобедренный треугольник заключается еще и в том, что там очень сильное среднее звено. То есть уходят одни, тут же на их место поднимаются вторые, третьи, четвертые и так далее. То есть иранская власть не 100% заточена на одну фигуру. Уничтожили аятоллу. Избрали показательно для американцев, показушно, избрали аятоллой его сына. Как вы думаете, он будет мстить Израилю, если останется, дальше живой? Пройдет там полгода, год, полтора, будет. Там этот конфликт будет тлеющим, как вулкан, знаете, тлеющим. И рано или поздно, это мой прогноз геополитический, многие его знают, рано или поздно на Ближнем Востоке будет применено как минимум тактическое ядерное оружие. Это мой стратегический прогноз. Это, кстати, да, это вероятность этого очень большая на самом деле, хоть там все отмахиваются от этого, но тем не менее тут я с вами даже соглашусь. Оно, может, ничего не решит, но оно очень перевернет многое, и не просто так вот эти сессию назначают в Пакистане.
в Пакистане, на секундочку, Конечно. ядерной державе. Дмитрий Спивак был моим собеседником сегодня. Благодарю за время и мысли. Друзья, всем большое спасибо за то, что сегодня побывали в нашем прямом эфире. Напишите в комментариях, что думаете. Не забудьте лайк поставить, подписаться. Самое главное, берегите себя и друг друга. Добра и света, несмотря